Приветствую, дорогие друзья! И снова мой обзор про IP-камеру для экосистемы Xiaomi. На этот раз мы будем рассматривать новую поворотную 1080p камеру от производителя Dafang. Может быть, я немножко неправильно его произношу, но как-то так он звучит. Который также влился в дружную семью Xiaomi и начал производить для нее свои IP-камеры. Итак, начнем с коробки. Коробка выполнена в стиле, как уже все заметили, других устройств Xiaomi. Это белая картонная коробка, минимальная полиграфия. Здесь особо никакого цвета нету. На передней у нас части находится такая вот фотография этой камеры. Вот, и сзади у нас по традиции, сейчас наведемся, вот так. Технические характеристики, из которых можно почерпнуть, что камера работает по Wi-Fi 2,4 ГГц и для питания надо 5 вольт. Итак, давайте приступим к открытию. Первое, что мне бросилось в глаза, это размер. Мне как-то казалось, что камера будет поменьше. Чтобы было немножко понятно, я приложу здесь линейку, и высота здесь 13 сантиметров, а ширина этой камеры 5,5 сантиметров. Вот она представляет собой вот такой вот столбик. Вот, давайте я сейчас поменяю ракурс, чтобы было удобнее смотреть, и мы продолжим наш обзор. В комплекте у нас также идет блок питания на 5 вольт и 2 ампера. И вот кабель для запитки. Длиной этот кабель, сейчас я его примерно в руках, около 2 метров, я так бы сказал. Вот у нас идет вот такой вот кабель питания. Внешне эта камера представляет собой копию американской камеры iSmart Alarm, впрочем, как и кубик Xiaofang. В передней части камеры находятся два вот этих вот отверстия. Верхнее — это индикатор активности, который горит голубым светом при активности. Здесь у нас датчик освещения. Это у нас сама, собственно говоря, камера. Здесь у нас объектив может иметь несколько степеней свободы, может вверх-вниз как минимум перемещаться. И по бокам так не видно, но ночью в темноте видны здесь по 3 светодиода инфракрасной подсветки. Здесь у нас ничего нет. Задняя сторона у нас представляет собой, здесь у нас разъем для, такие вот отверстия для динамика. Здесь такой вот даже крестик сделанный, разъем USB. Само питание, микро-USB кабель подается вот сюда в основание. Это вот на этом основании камера вращается на двигателе. Штативное у нас крепление, можно ставить на штатив. Вот это не совсем понятно из инструкции, что было. Перевело как-то Mac, непонятно. Честно говоря, так и не понял, что это. Возможно, микрофон. По крайней мере, двухсторонняя голосовая связь у камеры есть. Здесь у нас кнопочка Setup, выполненная в стиле в последней версии Xiaofang, вот этих кубиков. В первой версии была для скрепки и дырочка, во второй уже были такие вот Setup кнопочки. И разъем для карточки памяти. В общем, вот так она выглядит. По размерам на данный момент это пока самая большая у меня камера. Вот я для понимания масштаба выставлю все варианты камер, которые у меня есть. Обзоры на них, на всех вы можете найти на моем канале. И пока буду сейчас их выставлять, немножко расскажу про подключение. Сам по себе процесс подключения камеры несложный, больше всего напоминает подключение вот этого кубика Xiaofang. Сканируем QR-код, нажимаем на кнопочку Setup внизу, она начинает, светодиод начинает моргать желтым. Говорить на китайском, ожидаю синхронизации. В это время на телефоне мы запускаем мастер подключения, выбираем эту камеру, получаем QR-код. Даем ей QR-код камере сканировать, и она подключается к сети. Ничего вроде как бы сложного нету. Но есть один нюанс. На момент установки, это было вчера, 10 октября, последняя версия Mi Home 4.3.15. Установив плагин от этой камеры, он запускаться отказался. И в ветке FOPDA, которая была создана буквально сегодня утром, и в которой я активно также участвую, эта проблема была описана не только у меня.
Решение этой проблемы было несколько. У кого-то получилось на версии 4.3.15 путем переключения языков с китайского на английский запустить этот плагин. У меня это не получилось. У меня сработало другой у меня сработал способ. Я даунгрейдил версию до 4.3.11. И на версии 4.3.11 даже с английским языком у меня плагин этой камеры стартовал. Вот. Надеюсь, что когда вы будете смотреть этот обзор, эту багу неприятную уберут, и уже будет без всяких даунгрейдов и танцев с бубнами она запускаться, хотя в общем-то все не так-то сложно. Вот. Но чтобы вы знали, если у вас такая случилась проблема, решение есть, ну как минимум на версии 4.3.11 этот плагин управления работает. Вот. А теперь давайте мы перейдем уже к программной части обзора. Итак, после того, как я понизил версию Mi Home до 4.3.11, мне удалось запустить плагин управления камерой. Плагин управления камерой похож на плагин камеры Midja 720 поворотной. Также имеется в нижней части рычажок такой для поворота камеры. Вот. Основное окно Live View в формате 4:3 по умолчанию. Формат 16:9 можно его при помощи свайпа двумя пальцами сделать. Либо есть настройка, где это можно поменять по умолчанию. Сейчас мы к ней доберемся. На основном экране, кроме джойстика четырехпозиционного управления камерой вверх-вниз, видите, вот он так работает, есть также слева и справа это включение микрофона, причем здесь не нужно его держать как в старых, ну как в других версиях камер, чтобы говорить, его достаточно нажать, он активируется двусторонняя связь. Если нажать просто на динамик с правой стороны, вы просто будете слышать, что говорят в комнате, но вас слышать не будут. Под панелью Live View имеется кнопочки, это снятие скриншота, это видеоролик, запись и на весь экран. Вот таким вот образом оно раскрывается. В режиме полного экрана повороты вправо-влево, вверх-вниз уже при помощи пальца, а не управления. Также здесь есть дополнительное меню, в котором есть несколько интересных опций. Итак, первая опция Loop Back. Это просмотр. Вот здесь по часам, например. Просмотр изображений, записанных уже на карте памяти. Вот сейчас запустился такой мастер. Здесь вы можете при помощи сдвига вот этой тайм-панели внизу просматривать записанные видео. Дальше у нас здесь имеется таймлапс. Вы можете программировать и записывать ролики. Вот я сейчас покажу. Здесь спрашивает, на какое время и в какой промежуток времени делать кадр. В данном случае 1 кадр в 3 секунды. Можно записывать ролики таймлапс. Интересная также функция. Третья опция – это вывод изображения с камеры в отдельное окно на рабочем столе. Moving Tracking – интересная опция. При включении ее камера отслеживает движущиеся объекты и объективом следит. Поворачивается камера и следит за движущимися объектами. Я тестировал эту функцию. Она работает, может не слишком быстро, так как связь идет через облако, но в принципе достаточно корректно. Опция, которая по центру, пятая, это у нас круиз. В этом режиме камера начинает по 4 точкам через равный промежуток, скажем так, радиуса окружности поворота начинает крутиться. Вот если его сейчас активировать, вот камера возвращается в исходное положение и через определенные промежутки времени, секунд примерно, наверное, 10-15, она будет поворачиваться по кругу. Это все, соответственно, будет записываться. Вот она повернулась, и у вас будет обзор примерно 360 градусов. Вот выключаем функцию круиза. Дальше идем, смотрим. Шестая опция, это у нас опция калибровки камеры. Если там руками где-то повернули ее, либо хотите вернуть в центр, запускается калибровка, проворачивается она до конца вправо-влево и калибруется точно по центру. И последняя кнопка, это кнопка в сон. Камера этот самый в спящий режим. Например, ночью, когда все дома и снимать нечего, в общем-то, запускать ее либо вручную, либо через сценарий, можно в sleep режим. Далее у нас опция, здесь качество изображения сейчас высокое, можно поставить среднее, если у вас не очень хороший поток. В меню у нас имеется видео рекорд, это записи видео, которые вы вручную активируете.
Этот режим у нас галерея снапшотов, видео и таймлапс роликов, пока здесь пусто. Дальше, следующая опция, настройки камеры. Автоматическая запись на карточку памяти. Вторая опция активируется, если вы хотите писать видео только когда в кадре имеется какое-то движение. Вот здесь написано видео только тогда, когда меняется картинка. Для того, чтобы место экономить. И активность, когда будет осуществляться запись. Alarm Setting. Здесь мы выставляем, соответственно, аларм на движение. Если камера увидит движение, вам придет уведомление. Чувствительность. Alarm Time интервал. Здесь мы выставляем, если камера обнаружила движение, через какой интервал она среагирует на новое движение. И также, как в камерах Xiaofang, здесь имеется на дым и на CO2, на CO датчики. Если датчик начинает пищать, также срабатывает аларм через микрофон. Включение Night Vision, подсветки инфракрасной. Здесь у нас по умолчанию меняется картинка 4:3. Это режим живого просмотра, либо 16:9. Следующая опция на китайском языке не переведена. Это у нас широкий угол включается-выключается. Дальше у нас это включается индикатор, отключается, кого раздражает. Flip – это развернуть изображение. Time Watermark – это у нас дата и время по китайскому времени. Здесь у нас идет лаборатория, здесь что-то вроде такого обучающего ролика, как и что. И в конце у нас опции – это карта памяти, сколько есть, сколько осталось. И запись на хранилище, но на хранилище только оно позволяет писать, если у вас роутер Xiaomi. На NAS, на который у меня пишут камеры Midja 1080p, она писать не может, даже эта опция не активна. Смарт-сценарии. Камера, конечно, умеет работать совместно с другими устройствами умного дома в сценариях. Она может быть как условием сценария. Для условия у нас доступно одно лишь действие, как в принципе и у других не попал камер. Это обнаружение движения в кадре. Вот. В качестве действий здесь может быть их 5. Этим она похожа на кубик Xiaofang. Все на китайском языке, но в принципе несложно перевести. Первая опция – это запись видеоролика с сохранением в облако, точно так же, как это делает Xiaofang. Дальше опции – это в спящий режим запустить и выйти из спящего режима. И две последние опции – это включение и отключение режима обнаружения движения в кадре. То есть при включении этого режима камера, когда видит движение в кадре, она отсылает вам уведомление, что-то вроде такого режима сигнализации, тревожного режима. То есть в этом она больше всего похожа на своего сородича кубик Xiaofang. Содержимое карты памяти, которая находилась в камере. В корне у нас есть две папочки Timelapse и Record. В папке Record у нас есть папки с названием даты, год, месяц и дата. Внутри у нас, соответственно, подпапки с названием, с номером каждого часа. Каждый час надо понимать это по пекинскому времени. То есть, если брать, например, по киевскому или московскому времени, минус 5 часов. То есть, 23 часа по пекинскому времени, это, соответственно, 18 часов по киевскому времени. Здесь у нас создаются файлы. Каждый файл соответствует той или иной минуте записи. Вот здесь есть дата создания по времени, по пекинскому времени. Размеры файлов где-то от 6 до 9 мегабайт. Свойства их. Файлы у нас имеют разрешение Full HD, продолжительность 1 минута, 15 кадров в секунду. Примеры записи с этой камеры я приведу в своем обзоре дальше. В принципе, как для домашней камеры выглядит все неплохо. Это пример съемки в дневное время, режим круиз. Вот. При просматривании сначала слышно звук мотора, потом передвигаю изображение. Возможно, рассинхронизация идет по звуку, но в принципе это можно убрать. Вот прошел звук, и теперь сместилось изображение. Это режим круиз. Вот таким образом он работает. Сначала у нас звук мотора, потом этот. Значит, сейчас я дам на полный экран все эти ролики, вы сами посмотрите качество съемки видео этой камеры.
как работает режим отслеживания движения. Камера захватила меня, фокус, и теперь пытается за мной следить. В онлайне примерно происходит с задержкой в пару секунд. Видимо, сказывается работа с облаком, но достаточно четко отрабатывает. Если камера теряет движущийся объект, то она через некоторое время, примерно через минуту, я точно не засекала, в среднее положение, ну, в то положение, в котором она была до момента начала отслеживания. Ну, а по этому видео можно оценить качество съемки самой камеры, как она снимает. Вот она сейчас меня снимает. Немножко сейчас я ее покручу. Звук, кстати, тоже пишется на камеру. Вот, в одну сторону, в другую сторону. Отрабатывает достаточно четко. Давайте включу режим, называется который круиз. Сейчас она будет проворачиваться. Снимем полный круг круиз режима. Даже если у вас установлена съемка видео по изменению картинки, естественно, у вас будет все время писаться видео, так как камера будет все время проворачиваться и картинка будет меняться, что будет расцениваться как движение. Вот. И пока камера поворачивается, я включу свет, попробуем. Вот так. Сразу же потестируем съемку видео при инфракрасной подсветки. Вот я здесь стою. Всем привет, ку-ку. И камера в обратном направлении двигается. Вот. Итак, пришло время вывода. Несмотря на то, что это одна из самых дешевых камер, которые побывали у меня в руках, эта камера обладает, наверное, пока самым широким функционалом. Кроме съемки в Full HD 1080, она еще умеет вращаться, а также имеет интересные функции, такие как режим круиза и режим слежения, что нет пока ни в одной из тех камер, которые я обозревал. Конечно, надо отметить слегка сыроватый пока еще софт, некоторые проблемы с работой с мехомом, которые в принципе решаются. Вот. Ну, камера несомненно интересная, и я бы, наверное, с условием тем, что допилят плагины, я бы, наверное, с удовольствием поменял бы все свои камеры на такие. Камера мне очень понравилась. Рекомендую к покупке. Думаю, чем больше будет пользователей этой камеры, тем быстрее будет допиливаться как-то софт, плагины и все остальное, тем больше будет каких-то находиться интересных решений. Надеюсь, обзор был интересный. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.